Здравствуйте, Олег Маркович. Приветствуем вас из пасмурного Минска в солнечном Дубае. Я считаю, что можно вас и нас всех поздравить с очередным очень важным шагом и большим успехом. Да, я считаю, что нас можно с одной стороны поздравить, с другой стороны все-таки немного посочувствовать, потому что все главное впереди. Потому что на наши плечи ложится огромная ответственность по воплощению в жизнь этого проекта. И, конечно же, мы должны это выполнить в самые кратчайшие сроки и с высоким качеством. Всегда одно дело, да, сначала кажется, что подписать контракт это самое сложное, но после того, как ты подпишешь контракт, встает вопрос о его исполнении. И здесь, конечно же, это большая ответственность. Не только перед заказчиком, но и перед всеми заинтересованными лицами, перед Анатолием Эдуардовичем, который вложил всю жизнь в разработку этой технологии. Сейчас пришло время реально доказать на практике. Но, тем не менее, достигнуто уже очень многое. И вот уже даже для того, чтобы просто подписать контракт в Непале, мы сегодня о нем говорим, была проделана колоссальная работа. Но вот на моей памяти она длится, ну, не меньше, наверное, чем 4 года. Расскажите, вот что это за работа была, когда все началось, с чего и какие основные вехи вы бы обозначили? В любой стране коммерческий проект это в первую очередь партнеры местные. Поэтому в Непале у нас есть очень такая активная компания, очень заинтересованные партнеры в продвижении нашей технологии. Это компания Kathmandu Podway Company. Они, в принципе, уже, наверное, да, совершенно верно, 4 года пробивают все разрешения, вышли на самый высокий государственный уровень. Здесь можно сказать, что технология струнного транспорта прописана в государственной стратегии развития Непала как одна из перспективных технологий транспортных. И все это, конечно, заслуга в первую очередь вот наших непальских партнеров. Поэтому надо, конечно, выразить глубокую благодарность им за ту работу, которую они проделали. Ну и, естественно, наши инженеры в Минске, менеджеры в Дубае, мы все этим занимались активно. Очень много приезжало государственных чиновников, очень много приезжало делегаций из Непала, которые в первую очередь хотели увидеть действующие линии, и мы им в Шардже показывали. И вот это именно центр сертификации и тестирования в Шардже, USky транспорт. Конечно, я считаю, это сыграл ключевую роль. Потому что люди хотят не только услышать, они хотят увидеть, они хотят пощупать, можно сказать. И то, что у нас был центр, где мы возили людей, показывали им действующий транспорт, конечно, это был тоже один из залог успеха. Но там наша технология одобрена на правительственном уровне. При том, что за включение нашей технологии в эту государственную стратегию развития, ну я, может, такой открою политический секрет, проголосовали обе партии, и правительственные, и оппозиционные. То есть там у них не было разногласий. И вот поэтому в Непале то, что мы сейчас начинаем, это проект ГЧП, государственно-частное партнерство, это частные инвесторы, с поддержкой государства, которое предоставило землю, право прохода над определенным маршрутом, но это 7 километров. И следующие 7 километров уже государство готово построить за бюджетные деньги. И еще 2 государственно-частных партнерства уже в этой же провинции существуют и ожидают в своей очереди на проект. Это, по-моему, там 40 километров и еще один проект. И все эти проекты были официально представлены правительством провинции во время вот этого инвестиционного саммита, в ходе которого мы подписали все соглашения. Я хотел спросить, вот тут две стороны. Почему именно Непал, как вы считаете, просто ваше мнение?
субъективное. И почему струнный транспорт UST? Ведь, с одной стороны, могла быть другая какая-то страна, которая бы оказалась первой, которая включает наши проекты в государственные программы, а с другой стороны, могла быть какая-то другая технология для решения тех же самых транспортных задач. Да, значит, здесь я что хочу сказать. Ну вот я подчеркнул, конечно же, здесь большую роль сыграли наши местные партнеры. Мгм. И я считаю, что если бы у нас были бы такие же активные, способные и потенциальные, имеющие большой потенциал партнеры в таких странах, как там, Индонезия, Вьетнам или где-то еще, конечно бы мы тоже там бы имели проект. Это первое. Конечно, все зависит от местных партнеров. Это первый вопрос. А второй вопрос, наверное, здесь я с вами не соглашусь, потому что альтернатив струнному транспорту нет. Сейчас стоимость городского рельсового транспорта, будь то метро или там электричка или что-то еще, она настолько высока, что не позволяет построить ни бюджетом, ни концессий. Потому что частный инвестор не будет инвестировать в проект, который не окупается. А стоимость проектов сейчас, если строить реально огромные бетонные эстакады, путепроводы, то она просто очень высокая. И, соответственно, у развивающихся стран, таких как Непал, да, наверное, и все африканские страны, у них просто нет шансов получить городской рельсовый транспорт, не применив технологию струнного транспорта. Поэтому я считаю, что, конечно же, наш потенциал, он везде есть, огромный он. И только что нам остается, это более плотно работать, искать потенциальных местных партнеров, потенциальных заказчиков наших проектов. И тогда мы сможем представить струнный транспорт в других странах тоже. Непал, это да, это страна, которая не является очень богатой страной, но в то же время вот правительство достаточно открыто для инноваций, объективно разобралось, и вот поэтому там все это происходит сейчас. Мгм. Спасибо. Ну, я на самом деле с вами тут не стал бы спорить. Действительно, струнный транспорт в этом плане уникальный, да вам во всех отношениях. Стоимостном, может быть, в первую очередь, с точки зрения бюджета. Ну, я как раз вот задал вам вопрос с тем, чтобы вас спровоцировать на такой ответ, который вы дали. А, расскажите поподробнее, пожалуйста, о самом проекте. Что это за маршрут будет, что он соединяет, чему будет служить, какой объем Да, перевозок планируется? да, маршрут это получается очень хороший, и даже он имеет, я уверен, что он будет иметь коммерческий смысл, то есть для частной инвестиции он хороший. Это маршрут, соединяющий пограничный пункт перехода в городе Биратнагар с автобусной станцией в этом же городе. На границе Непала и Индии. При том, что можно посмотреть по карте, со стороны Индии, буквально в 200 метрах от пограничного перехода, находится железнодорожная станция. Причем тупиковая. То есть целая железнодорожная ветка была построена, подведена к пограничному переходу с индийской стороны. Это не просто так, это доказывает то, что пассажиропоток достаточно большой, огромное количество людей едет в Индии в сторону границы Непала и затем пересекают эту границу. Ну, я не буду сейчас сыпать цифрами, это дело ближайшего будущего, когда мы будем все исследовать достаточно научно, чтобы определить и концепт-дизайн, и все. Но предварительно порядка 200 тысяч человек могут переходить этого пограничный переход каждый день. Вот. А на самом деле там очень много людей, постоянно идет поток. Вот, особенно когда приезжают поезда с той стороны. И вот когда люди переходят границу из Индии в Непал, у них основная их масса
она хочет добраться до автобусной станции. Соответственно, там 7 километров. Сейчас используются вот эти тук-туки, там, малые автобусы, покрупнее автобусы. Ну, такого, все это создает определенную, много людей, толпа, много транспортных средств, суматоха, пыль. Соответственно, конечно же, вот в этом случае предоставить людям возможность быстро, в течение нескольких минут, то есть если там 7 километров, то буквально там 5 минут, и они уже будут у автобусной станции. Вот. Конечно, это очень хорошая идея. Маршрут прямой. Эта часть Непала, она ровная. Там нет ни гор, ничего. Вот, ни подъема. И я думаю, что этот маршрут мы сможем достаточно реалистично воплотить в жизнь очень быстро. Поэтому вот этот маршрут. 7 километров со значительным пассажиропотоком. Нам правительство предоставило для компании Kathmandu Podway right of way, право проложения нашей рельсовой эстакады прямо по дороге. Дорога прямая тоже. Пойдем или мы по центру дороги, или по краям. Это сейчас будут решать наши инженеры. Действительно, очень внушительная цифра вами озвучена. 200 тысяч пассажиров в день. Это даже при 20... Это переходят, Евгений Олегович, это переходят границу. То есть мы, конечно же, должны делать допуск на то, что не все они стройными рядами пойдут на нашу машину. И здесь как раз-таки у оператора появляется возможность играть с ценой. То есть, допустим, установить чуть-чуть повыше цену проезда билета и, допустим, взять 10%. Но даже если там 20-25 тысяч в день будут использовать наш транспорт, то, соответственно, эта линия будет окупаться приблизительно там, за 5-7 лет. Для такого проекта это очень хороший результат. Но опять-таки это все данные предварительных исследований. Сейчас в рамках уже работы над проектом мы все эти вопросы будем уточнять и понимать уже более точно, сколько человек мы готовы перевозить. То есть у нас нет задачи взять всех этих людей и перевести. У инвесторов проект, у концессионера есть задача, в первую очередь, конечно же, заработать деньги от вложенных, а во вторую очередь показать наши технологии. То есть взять столько, сколько сможет унести, да, можно сказать. Да, взять столько, чтобы хорошо оплатить этот проезд. То есть это вот тот уникальный момент, когда спрос он будет очень высокий, и количество пассажиров можно будет слегка регулировать стоимостью билета. Ну, действительно очень комфортная ситуация стартовая. Расскажите, давайте расскажем о том, какие вот теперь следующие шаги нам предстоят. Ну, в первую очередь, это мы должны разработать концепт-дизайн, сделать предпроектные работы, провести исследования грунтов, провести архитектурные выкладки и, соответственно, приступить к полному проектированию уже на основании, согласовать концепт-дизайн с заказчиком, с государством и уже приступить к полноценному проектированию и строительству. Будут учтены какие-то местные особенности наверняка в рамках проектирования, в рамках строительства? Ну, конечно. Но видите как, местные особенности, я не буду скрывать, наша главная задача это уменьшить стоимость капитальных вложений максимально. То есть, поскольку это концессия, то мы в рамках проектирования должны сделать все, чтобы уменьшить стоимость проекта. То есть мы постараемся сделать какие-то простейшие станции, машины несложные, но, естественно, без ущерба для безопасности. Потому что вот даже в беседе с главой
правительства провинции. В первую очередь он, конечно, определил два вопроса, которые он хочет получить тоже как государство, а это же тоже будет партнером. Это безопасность и экологичность проекта. А вторая сторона, инвестор, ему надо, конечно, сократить стоимость. Поэтому вот так вот, в первую очередь, вот это мы должны учесть. Ну и, конечно, особенности вот проекта, начиная от, наверное, грунтов, потом Непал — это зона сейсмики достаточно высокой, пускай не равнинная часть, но тем не менее рядом горы находятся, мы это тоже должны учитывать. Ну и наверняка появятся еще какие-то местные условия, какие-то, конечно, решения будут приниматься. Вы сказали 7 километров, это первая очередь, первый этап. Затем планируется еще 7, то есть 14. Да, Будет ли да. продлена, то есть рассматривается ли возможность продления этой линии в дальнейшем? Смотрите, насчет этой линии я не могу сказать, насчет этой линии я знаю о 14 километрах. Но рассматривается возможность строительства линии на 40 километров, тоже вблизи города Биратнагар. Могу сказать наименование населенных пунктов вблизи этого города, но там, да, там есть такая линия, еще раз говорю, есть уже даже образовано определенное партнерство, которое подписало с государством меморандум о намерениях. Вот, то есть, если на проект Коши, о котором мы сейчас говорим, было подписано с государством уже соглашение на инвестиционном форуме, то кроме этого соглашения было подписано еще два меморандума о намерениях на следующие линии, которые будут там. Вот. Поэтому, говоря об этом вот 14 километрах, я могу сказать, что да, это уже фактически проект начат. И, кстати, кроме того, еще идет вопрос Катманду. Там сейчас будет тендер на создание рельсового общественного транспорта, метро или что-то еще. И сначала там будет DPR, сначала там будет детальное проектное исследование. ТЭО, Вот. технико-экономическое обоснование. Ну, немножко не ТЭО на самом деле, это они называют Detailed Project Report. То есть это не feasibility стадия. Feasibility стадия — это когда там будет упор именно на коммерческий, а здесь нет, здесь будет строить государство за бюджет. Вот. Поэтому они будут экономическую часть, наверное, сами исследовать. Они это называют Detailed Project Report. И вот этот Detailed Project Report, он уже будет точно финансироваться государством. Там достаточно значительные суммы аллокированы уже в бюджете. Вот. И будет объявлен тендер. Соответственно, мы хотим в нем участвовать или сами, или через вот эту компанию Катманду Подвей. Но если мы, соответственно, будем делать для нашей технологии вот этот ДПР, то у нас очень большой шанс затем получить большой контракт на строительство всей системы общественного транспорта Катманду. Но в любом случае в Непале у нас очень-очень хорошая перспектива. Плюс у них еще есть проект 1000 километров дорога, стратегическая дорога, как бы, которая связывает Восток и Запад. Ну, вы, наверное, знаете, что Непал — это такая страна, она вытянута с востока на запад. Она зажата между Китаем с севера и Индией с юга, и как бы растянута с востока на запад. Соответственно, вот проложить по равнинной части, и она также делится в широтном вот так направлении с востока на запад. На севера горная часть, с юга равнинная часть. И вот план стратегического развития Непала, он подразумевает соединение восточной и западной части какой-то транспортной магистрали. Сначала они хотели сделать это высокоскоростную железнодорожную магистраль или просто железнодорожную магистраль, но все уперлось, вот, опять же, я так понимаю, в достаточно высокую стоимость. А эта стоимость диктуется тем, что там огромное количество рек. Ну, то есть вот с гор идут реки на равнину, и фактически они все пересекают
Непал с севера на юг. Причем есть достаточно значительные реки, есть широкие реки. И через каждую реку надо строить мост. Ну вот вы представляете, что такое построить железнодорожный мост? Я думаю, что по нынешним временам это огромная стоимость. Вот. Соответственно, мы тоже знаем про это, мы даже, можно сказать, ведем переговоры предварительные о том, что сделать систему струнного транспорта, применить комплекс, инфраструктурно-транспортный комплекс, основанный на применении грузовой, пассажирской линии, то есть комбинированной грузово-пассажирской линии, которая бы вот, соединила восток и запад страны. Конечно же, она будет в разы дешевле, чем любое другое решение. Вот опять, почему струнный транспорт? Именно из-за того, что стоимость прохождения реки для нас, она равна стоимости прохождения над поляной, грубо говоря, да, над равниной просто. Допустим, пройти одним пролетом реку шириной там 100, 200, 300 метров при разливе, а там еще все такие реки горные, то есть когда идет поток, когда там тают снега в горах, то они выходят из берегов очень сильно, так-то вроде они небольшие, и там достаточно сильное течение и все. Вот. Соответственно, пройти, допустим, реку с пролетом там 300 метров в ширину мы можем просто одним пролетом по абсолютно такой же стоимости, как и просто пройти там над землей. Вот в этом одно из серьезных достоинств технологии струнного транспорта, которая вот и обеспечивает наше преимущество. Ну, то есть точек приложения в перспективе огромное количество может быть для нашей технологии. Говоря про Непал, очень, очень большой, очень много. Ну вот понятно, что экспертное сообщество, понятно, что правительство положительно восприняли вот наши инициативы, наши решения, с которыми мы вышли к ним. А как, может быть, вы знаете, как относится там общественность, скажем, там, может быть, какие-то есть реакции в средствах массовой информации уже на сегодняшний день? Ну, смотрите, на самом деле это вопрос такой, на который нельзя ответить однозначно. То есть у нас были примеры, когда, допустим, какие-то недобросовестные люди в Непале даже пытались, ну, вот как, ну, современным языком молодежным сказать, хайпануть, да, на теме, которая, в принципе, все про нее знают, про эту технологию в Непале очень многие знают, она обсуждалась и в прессе, и на общественных, на каких-то слушаниях, везде, да. И вот там было несколько публикаций, когда там молодые люди просто, вот, чтобы покритиковать, вот выдавали какие-то там домыслы, может быть, непроверенные факты, вот. Но опять же, к чести вот компании Kathmandu Podway, реакция была незамедлительна, она была правильная, когда просто призывали к ответу за ложную информацию, за клевету, может быть. Вот. Ну, опять же, здесь нельзя исключать еще и то, что конкуренты, мы не одни, но в любом случае продвижение таких проектов, оно не идет легко, как по маслу. И поэтому, конечно же, основная масса людей, она понимает, что какие-то подвижки все равно должны быть. Ведь ну, это не только про Непал, это везде. Мы должны понимать, наступает транспортный коллапс. Где-то быстрее, где-то медленнее. Ну, то есть, вот я в свое время делал доклад, и по-моему, International Monetary Fund выдал цифры, что к 2040 году они делали этот доклад, по-моему, в 2018 году, или к 2017, но они предсказали, что к 2040 году количество машин на Земле удвоится. Удвоится. То есть вы представьте себе, мы сейчас стоим в пробках, вот даже
в Дубае ситуация опять становится с движением достаточно напряженной. Пробки, пробки, пробки. И мы понимаем, что там через 15 лет количество машин будет в 2 раза больше. То есть, чтобы даже вот остались такие вот пробки, надо построить в 2 раза больше мостов, путепроводов, надо расширить в 2 раза Снести дороги. небоскребы, да. Да, ну что, не знаю, что но в любом случае, но это практически нереально. А машины покупаются, 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 покупаются. Причем, независимо, какие это машины, электрические или бензиновые, да, я всегда говорю, какой смысл менять бензиновые на электрические, когда мы меняем шило на мыло. Хорошо, сейчас я стою в пробке из бензиновых машин, буду стоять в пробке из электрических машин. Это не решение проблемы. Такое же количество пассажиров, такое же место на дороге, такое же все. Да там, если посмотреть, еще и непонятно, кто больше потребляет энергии. Именно энергию. Известно, да. Большие Да, потери. да, там наступает транспортный коллапс. А когда встанет транспорт, ну, наверное, встанет все. Уже подсчитывают, сколько люди теряют в пробках, насколько ВВП падает, насколько производительность труда падает, сколько людей погибает в дорожно-транспортных происшествиях. Ну, по-моему, там в Индии, по-моему, 300 тысяч человек в год. 300 тысяч в год. За 3 года 1 миллион людей. Ну, это как идет. А в мире, по-моему, погибает 1 200 000 в год. То есть Ну, это у не нас считая вообще, тех, кто умирает еще потом в больнице. да, сколько раненых, сколько покалеченных. И опять же, пересаживание на электрические машины, это ничего не даст. Уже вот в Америке сколько случаев, вот этот гипертрак, опять люди гибнут в ДТП. Поэтому должно быть решение. И мы считаем, что струнный транспорт это одно из решений. И в Непале думающие люди, они это прекрасно понимают. Катманду стоит в пробках. Везде стоят пробки. Не проехать, не пройти. Что-то надо делать. Но, думаю, еще люди не только в Непале понимают это, поэтому, может быть, пару слов о том, что следующее. Какие новые страны мы отметим на нашем глобусе струнного транспорта. Но видите, у нас какой принцип? У нас принцип такой, что мы не говорим о проекте, пока мы не подпишем что-то или как-то. Потому что мы понимаем прекрасно, что есть конкуренция, есть недобросовестная конкуренция. Есть просто какой-то. Поэтому, если мы говорим, а вот сейчас там, есть определенные угрозы, что туда придут наши конкуренты и будут что-то делать нехорошее. Все что угодно. Вот. Мы это уже видели, но мы доказательно знаем, что в определенных местах есть случаи недобросовестной конкуренции. Поэтому я бы не хотел сейчас говорить о каких-то проектах, но в любом случае мы очень активно продвигаемся в Индии. Угу. И я считаю, что это страна, где ждите нас следующие хорошие новости, и достаточно скоро. Вот. Ну, я, насколько знаю, Евгений Олегович, в Беларуси. Безусловно. Вот. Я считаю, что Россия это страна, где должна сработать в скором времени стройные технологии. Обязательно. И над этим тоже идет очень плотная, активная работа. Это не моя епархия, но ждите очень хороших новостей из Индии, ждите новостей, мы работаем очень плотно по Дубаю. Вот, это, да, работа, она такая каждодневная, она тяжелая. Я считаю, конечно, что в Непале это очень, достигнут успех, который не только, это все-таки ответственность и все, но тем не менее я отдуваюсь за успех в одном лице как-то, да, но я хочу сказать, что все равно это здесь все должны быть там 100 человек, это и команда Юскавери, а команда наших менеджеров здесь в Дубае, всех нашей команды, начиная от водителей, которые забирали делегации, возили их, администраторов, то есть команда Юскавери, команда Центра сертификации и тестирования в Шардже,
Сергей Геннадьевич Тарасов, инженеры, которые там, техники, которые обеспечивают нам каждый день движение машин. Когда бы мы ни позвонили, что едет делегация, они всегда обеспечивают возможность показать нашу технику. Вот. Я хочу поблагодарить, конечно, и команду в Минске, нашей основной компании инжиниринговой, это и проектное, и коммерческое управление, и инжиниринговое, потому что это все, мы все как бы на одной подводной лодке, и если, знаете, эффект подводной лодки, если какой-нибудь самый захудалый, если вся команда отличная, капитан отличный, там, штурман грамотный, а вот какой-то самый захудалый матрос, который гальюны прочищает, он как бы неумеха, да, то в итоге он делает что-то не так, и вся подводная лодка тонет. Поэтому вот я считаю, что мы все как на одной подводной лодке и должны все показывать отличный результат, чтобы двигаться вперед и добиться успеха. Ну, я думаю, что мы еще должны поблагодарить сообщество, тех, кто поддерживает проект за пределами инжинирингового и маркетингового офиса, и тех, кто вот будет смотреть эфир. Конечно, без них, наверное, в первую очередь бы ничего не было бы. Несомненно, и полностью тоже с этим согласен и поддерживаю.